В этом видео я хочу рассказать возможные причины утечки тока в BMW X5 E53 кузов. На канале уже есть несколько видео касательно утечки тока. Первое видео — это как определить, есть ли утечка тока в автомобиле. Второе видео — это как найти непосредственно саму утечку тока. И третье видео — возможные причины, которые я рассмотрел в последнем видео. Ссылочка будет в описании под этим видео на все три части касательно утечки тока. Первая причина может быть радиомодуль. Находится у нас вот здесь. Для того, чтобы определить утечку, необходимо снять разъем самого радиомодуля и сделать замер, как это я показал во втором видео. Для того, чтобы исключить радиомодуль, необходимо снять предохранитель под номером 72 и 73 и осуществить замер. Об этом тоже есть информация в тех видео, о которых я говорил ранее. Навигационная система, CD-чейнджер и усилитель мощности, который находится у нас в нижней части левой багажной ниши. Об этом тоже есть информация в первой части видео. Еще один из вариантов, как исключить навигационную систему из этой цепи. Необходимо снять 73-й предохранитель, находится у нас вот здесь под номиналом 10, и осуществить замер. Одной из распространенных причин утечки тока есть еж, он же резистор печки. Резистор печки находится у нас в правой части передней салона за перчаточным ящиком. Отдельное видео о том, как добраться к резистору печки, есть на канале. Ссылочка будет в описании под этим видео и во всплывающем окне сверху. Далее нам понадобится снять вот эту пластиковую накладку. Для этого нам понадобится открутить саморез. И выщелкнуть фиксаторы. И снимаем нашу пластиковую накладку. Далее снимаем накладку центральной консоли. Выводим ее. И откладываем в сторону. Для удобства можно отсоединить разъем прикуривателя. Накладка крепится тремя клипсами и саморезом. Еж, он же силовой резистор, находится у нас в этом месте. Вот его хорошо видно. Для того, чтобы снять резистор, нам нужно нажать на нижний фиксатор. И достаем нашего ежа, он же резистор. Вот так выглядит еж. Для того, чтобы осуществить замер, необходимо отключить ежа. Далее отсоединяем разъем. Нажимаем на два фиксатора с двух сторон. И выщелкиваем его вверх. И сделать замер. Вся необходимая информация есть во второй части видео. Также одна из частых проблем, из-за которых появляется утечка тока в машине, это планка подсветки заднего номерного знака. Зачастую из-за того, что появляется оксидация на контактах, либо на разъеме. Один из вариантов, который также может привести к утечке тока, это замок с дотяжкой задней крышки багажника. Для того, чтобы его исключить из вероятных причин, точнее возможных причин, необходимо снять данное реле и осуществить замер. И не забывайте про замки. Замки также могут быть причиной утечки тока. После того, как сняли обшивку,
Не забываем снять трос ручки и отстегнуть лампу подсветки ручки. Центральная часть дверной карты фиксируется у нас одной скобой металлической, и ответная часть на карте пластиковая вставка. Далее отстегиваем 3 разъема блока управления стеклоподъемниками, откладываем их в сторону. Снимаем плафон подсветки в нижней части дверной карты. В том случае, если вы планируете отстегивать разъем Airbag, рекомендую отсоединить клемму минусовую от аккумулятора. Далее откручиваем дверной Airbag. Airbag фиксируется 3 болтами, оригинальные номера оставлю в описании под этим видео. Далее снимаем пластиковую заглушку двери и откручиваем болт, который фиксирует наружную часть дверной личинки замка, после чего снимаем личинку замка. Отдельное видео о снятии личинки замка есть на канале, ссылка будет в описании под этим видео и во всплывающем окне сверху. И откручиваем дверной замок, он у нас фиксируется 3 болтами. После того, как открутили крепежные болты замка, снимаем замок с посадочного места и отводим его в сторону. Далее отсоединяем разъем при помощи пластикового инструмента и выводим замок через нижнее отверстие в двери. Так выглядит вышедший из строя замок. Замене замков есть на канале, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Также машина может потреблять ток из-за нашего блока климат-контроля. Для того, чтобы его исключить из системы, необходимо снять предохранитель, либо отключить разъемы в задней части нашего блока. Для этого необходимо его снять. Нам нужно поддеть наружную часть рамки блока климата-контроля. Поддеваем с правой стороны. Дополнительно можно поддеть отверточкой. Далее подтягиваем на себя. И блок климата можно снимать. Блок климата фиксируется металлическими защелками с правой стороны и с левой стороны. Всего 2 защелки. Далее нам понадобится отключить аккумулятор. Ссылку на видео о том, как отключить аккумулятор, оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Для того, чтобы снять блок климата, нам нужно отсоединить несколько разъемов. Необходимо нажать на 2 боковых фиксатора и поддеть разъем отверточкой. Далее от руки. Разъем на 3 контакта. Далее нам нужно отсоединить синий разъем. Нужно нажать на фиксатор. Фиксатор у нас находится в верхней части разъема. Нажимаем на фиксатор и отводим в сторону серую скобу. Можно вынимать разъем. Далее нам нужно отсоединить черный разъем. Здесь у нас также есть фиксатор. Нажимаем на него и отводим серую скобу в сторону. Снимаем разъем. Как снять блок, есть видео на канале, ссылочку оставлю внизу в описании под этим видео. У кого в комплектации автомобиля есть видеомодуль, обратите внимание также на него. Находится он у нас вот здесь, в этом месте. Осуществить замеры, его исключить из вероятных причин утечки также можно по тому же принципу, который я показывал ранее. Еще раз повторюсь, есть 3 видео на канале. Первое видео — это как проверить, есть ли утечка тока в автомобиле. Второе видео — это поиск неисправности. То есть мы ищем, какие блоки потребляют. В этом видео достаточно подробно рассказал, как подключать прибор, что отключать и какие замеры делать. И третье видео — это решение проблемы, какие утечки тока я нашел у себя в автомобиле
и как их устранил. Все видео найдете в описании под этим видео. Не забывайте поставить лайк под этим видео и включить кнопку оповещения на канале, чтобы не пропустить новые видео.